Магия воздуха имеет ограничения в виде временной границы, контролируемой зетами. Простые заклинания воздуха позволяют делать сдвиг не более чем на 10 лет вперед. Использование заклинаний воздуха, направленных на коррекцию личного будущего, не имеет ограничений, так как не подходит к границе зетов. Однако при манипуляциях со всемирной историей маги, создающие заклинания, могут приближаться к временной границе и зоне интересов зетов. Для получения программ внутреннего сервиса маги воздуха включаются в базу зетов. Получив системный гид, маги воздуха могут узнать список заклинаний и затем скачать выбранные. Заклинания воздуха связаны с возможностью предсказания наиболее вероятных событий. Используя их, маг может сместить сознание, ментальное тело, в точку будущего и посмотреть там на происходящие события. По 14А происходит привязка к будущему конкретного человека. По 5А можно посмотреть события в конкретной линии, коллективное будущее. Представьте себе Иерофанта, маг уровня 4.3. Это могущественные маги, прошедшие особые ритуалы посвящения. Тройная тиара указывает на сознание, владеющее 3 планами – физическим, астральным и ментальным. Она указывает на возможность осознать многомерную реальность. Книга в правой руке Иерофанта означает возможность делать предсказания о будущем, а тройной крест в левой руке – чувствительность к изменениям в будущем. Парадное облачение Иерофанта говорит о большом социальном статусе, славе и харизме. 2 колонны означают опору в ментальном плане, тело Ба, и в физическом, тело Ка. Символы на колоннах символизируют структуру, проработанность. Ступени означают выдавленность из социума, отшельник. Ключи символизируют ад и рай, что означает предсказания, позитивные и негативные. Перед Иерофантом на коленях стоят 2 фигуры, светлая и темная. Они обозначают теневой, мафию, и светлый, обычный социум. Власть Иерофанта распространяется на всех. Одним из значений 5А является как раз цивилизация зетов, расположенная в будущем и никого туда не пропускающая. В этом аспекте колонны означают границу, а человек между колонн – пограничник, держащий границу на замке, символ ключи. Книга представляет собой некий свод правил, законов, ограничивающих доступ на территорию зетов. Фигуры у ног Иерофанта представляют собой путешественников во времени. Светлая фигура – это путешественники из нашего настоящего, а темная – из нашего прошлого. Ступени означают дистанцию, на которую можно переместиться вперед во времени, расстояние от нас до зетов. Одеяние Иерофанта – это внешнее проявление временной границы, а жезл в его руке – некий инструмент. В сочетании с тройной тиарой его можно определить как исследование в прошлом для зетов времени, то есть в нашем настоящем и обозримом будущем, и, конечно, в нашем прошлом. Возможно, различные временные парадоксы и перемещения объектов из нашего настоящего в наше прошлое, а также из нашего прошлого в наше настоящее, являются следами каналов, пробиваемых аппаратами зетов, перемещающихся через наше настоящее в наше прошлое и назад, из нашего прошлого обратно в их время. Это проще понять, если представить некий аналог подводной лодки, погружающейся в океане времени и создающей над собой воронку, в которую могут быть втянуты находящиеся рядом предметы. Кроме того, при всплытии такая же воронка может выбрасывать на поверхность объекты из нижних слоев времени. Видимо, такие временные каналы могут возникать по пути следования аппаратов зетов и некоторое время сохраняться после прохождения ими нашего временного слоя, горизонта. Существует несколько таких перемещений, описанных и известных мне, и еще большее количество, которых я не знаю. Возможно, некоторые случаи появления НЛО являются следами прохождения кораблей зетов через наш горизонт времени. При этом одни корабли двигаются вниз, в прошлое, а другие вверх, в будущее. Если рассматривать места посадок НЛО с этой точки зрения, то в одном случае живые объекты, втянутые во временную воронку, будут омолаживаться, движение из настоящего в прошлое, а в другом стареть, движение из настоящего в будущее. Можно себе представить по аналогии с нашими космическими программами, что кроме исследовательских экспедиций у зетов существует еще и туризм во времени. Вероятно, какие-то туристические маршруты должны быть проложены к местам важных событий. К ним, скорее всего, относятся войны и революции, а также какие-то особенно важные события для будущего, не являющиеся чем-то важным в своем временном горизонте.
например, распятие Христа или написание Моны Лизы Леонардо да Винчи. Предполагаю, что в таких местах наиболее вероятно появление НЛО, связанных с туристами. Думаю, что, работая в прошлом, зеты могут осуществлять некоторое воздействие, имеющее целью изменения событий в их временном горизонте. Если допустить возможность воздействия на события прошлого, то такие воздействия можно разделить на частные, влияющие на судьбу отдельного человека, и на общие, влияющие на развитие всего социума. При этом частные воздействия будут порождать затухающую цепочку событий, а общие – не затухающую, расходящуюся, подобную кругам на воде от брошенного камня. Допустим, например, что 50 лет назад в какой-то деревне жил человек, который был беден и умер от голода. Никаких следов его существования в наше время уже нет. Предположим, что мы можем вернуться назад каким-то образом и изменить его жизнь к лучшему, в результате чего он бы прожил благополучную жизнь, что никак не повлияло бы на современную картину мира. Брошенный камень попал в болото, и никаких кругов не возникло. С другой стороны, в то же самое время в городе жил нищий художник, который так в нищете и умер. Однако, стремясь из нищеты вырваться, он нарисовал гениальную картину, которая не была оценена современниками, но уже в наше время стала известной и приобрела огромную материальную ценность. Возврат в прошлое и попытка улучшить жизнь этого художника повлияет на процесс его творчества и судьбу этой картины, что активно проявится в наше время. Расходящиеся круги по воде. В первом случае крестьянин может от нас получить кошелек с деньгами не выше некой критической суммы. Во втором, даже одна подаренная монета способна изменить ход событий. Деньги здесь являются сконцентрированной энергией социума, способной изменить ход его развития. Однако крестьянин в нашем примере – инерционный массивный объект, передача которому денег, энергии не изменят параметров его движения в будущее. Художник же – динамический объект, и даже небольшой импульс энергии, монета, способен повлиять на его движение во времени. Кроме того, деревню можно сравнить по инерции последующих событий с болотом. Способность болота передавать информацию вовне мала. Жизнь крестьян настолько однообразна и регламентирована, что не порождает значимых для социума новостей. Поэтому отсутствие электричества и газа в нескольких деревнях для страны – меньшая сенсация, чем 5-часовое отключение электричества на аналогичной площади в одном городе. Любой параметр, по которому реализуется такого рода сравнение, называется значимостью и имеет некоторую критическую величину, при превышении которой цепочка изменений движется не вдоль временной линии, а перпендикулярно к ней, формируя параллельную временную линию, параллельную реальность. Грубо говоря, если есть какое-то важное лицо, на которое совершается десяток покушений, то возможно, что некоторые из них удались и сформировали альтернативную историю. Таким образом, в 16А мы имеем дело с воздействиями небольшой мощности, последствия которых отражаются только на личной истории. Можно сравнить эти воздействия со стрельбой из пистолета. Воздействия же с помощью 12А обладают гораздо большей мощностью и являются аналогами стрельбы из пушки. При этом возникают параллельные миры, линии. Существуют явления, связанные с возможностью перемещения сознания между отражениями. При таких переходах происходит перенос сознания из одного тела в другое, обмен сознаниями. Такой перенос происходит во сне. Сам человек не чувствует и не воспринимает переход в другой мир, но разница в истории и событиях между этими мирами все-таки есть. Поэтому воспоминания человека, связанные с его личной историей, могут быть восприняты окружающими как ложная память. Ведь люди, живущие в этой линии, помнят события по-другому, не так, как помнит этот человек. Существует несколько описанных историй проявлений ложной памяти. Среди них наиболее известный случай связан с английским королем Георгом III. В старости он утверждал, что участвовал лично в битве при Ватерлоу. Всем известно, что войсками союзников командовал герцог Веллингтон. Однако король утверждал, что сам лично не только командовал войсками, но и повел в атаку на французов лучшую конницу Европы – шотландских серых. Хорошо известно, что эта конница погибла, наткнувшись на огонь французских артиллеристов, и шансов уцелеть у короля практически не было бы. Но король вспоминал такие детали битвы, которые мог помнить только ее участник. Только это были детали другой битвы, не той, которая известна историкам нашего мира.
Простым проявлением ложной памяти в наше время является появление на экране телевизора людей, о смерти которых вы слышали ранее. То есть мы получили сообщение о смерти какого-то известного человека, а позже, через некоторое время, видим его на экране ТВ живым и здоровым. Известия о некоторых событиях, полученные из СМИ, вполне могут оказаться ложными для этой линии реальности. Также события могут отражать сообщения о физическом перемещении между линиями возможной реальности. Случай 1. Женщина ездила на рынок и купила в ларьке мясо. Вернувшись домой из беседы с мужем, она выяснила, что при хорошем качестве у этого мяса отличная цена. Поехали с мужем на рынок, но там не нашли этого киоска. На указанном месте оказался пустырь, на котором, по свидетельству администрации рынка, ларька никогда не было. Случай 2. Другая женщина в автобусе услышала разговор двух мужчин. Хорошо, что на выборах победил А, вот если бы победил Б, было бы плохо. Приехав домой, женщина обсудила новость с мужем. Оказалось, что победил как раз Б. То есть женщина ездила в автобусе по какой-то другой линии, нежели та, что была реальной для ее окружения. Подобных ситуаций немало. При исследовании памяти прошлых жизней мы не раз сталкивались с описанием исторических событий, отличных от тех, что описаны в истории нашего мира. Линии.